Здравствуйте, если у вас болит плечо, проведите самостоятельно у себя дома эти тесты, чтобы понять наиболее вероятные причины и способы устранения этих причин и, соответственно, боли, которые вызывают эти причины. Эти тесты применяют в своей практике все грамотные врачи-травматологи и ортопеды, и сейчас вы их можете сделать у себя дома бесплатно и быстро. Итак, первое. Определите, при каких движениях у вас возникает боль. Можете ли вы дотянуться до головы, можете ли вы завести руку за спину, можете ли отвести ее в сторону, поднять вверх. В общем, какие действия вам комфортны и какие у вас действия вызывают боль. Важно отметить, где возникает боль в плече. Спереди, сзади, сбоку. Это нужно, потому что разные мышцы и сухожилия дают разную боль в разных зонах. Проверьте, можете ли вы спать на больном плече. Если положение на плече всегда вызывает резкую боль и приходится переворачиваться на другой бок, то это признак воспаления в капсуле, в сухожилиях или в суставе. Такая боль характерна для тендинитов вращательной манжеты, воспаления длинной головки бицепса, импинджмента и адгезивного капсулита, то есть замороженного плеча. Требуется ли вам обезболивающее? Если вы вынуждены пить НПВС из-за боли в плече, то это уже однозначный повод визита к врачу. Лекарства указывают на то, что воспаление выражено и процесс может быть серьезнее, чем просто перегрузка. Вспомните, когда и как появилась у вас впервые боль. Отметьте, была ли у вас травма. Может быть, вы упали на плечо или на вытянутую руку. Может быть, вы собаку выгуливали, она резко дернула поводок. Может быть, вы в теннис играли или били кого-то или что-то, и у вас возникла эта боль. Соответственно, если травма была, то выше вероятность разрыва манжеты, повреждения губы сустава, вывиха или артроза акромиального ключичного сустава. Если боль возникла спонтанно, без травмы, то чаще всего речь идет о перегрузке, воспалении или о замороженном плече. Поскольку боль в плече бывает еще и от шеи, то нам нужно исключить шею. Для этого нужно проверить на корешковую боль. Поворачиваем голову в сторону от больного плеча. Есть боль? Нет боли. Хорошо. Поворачиваем в другую сторону. Есть боль? Нету. Если нет, то идем дальше. Если есть, то можно усилить еще симптом, то есть повернуть ее в сторону больного плеча и запрокинуть назад. Боль должна быть характерная, должно быть покалывание, прострел в плечо. Если все это есть, то вероятен корешковый синдром, и тогда необходимо сделать МРТ шеи и плеча. Также нам нужно исключить влияние акромиально-ключичного сустава. Для того, чтобы понять, он это или не он, мы прижимаем руку к противоположному плечу и поддавливаем. Должна появиться боль здесь сверху над плечом. Также можно сделать вот такое действие, то есть прижать плечо себе. Здесь же будет характерная боль. И постучать по косточке сверху плеча. Вот здесь будет боль. Если боль есть, то, соответственно, это акромион. Если нет, идем дальше. Проверяем, не вращательная ли это манжета плеча. Она состоит из 4 мышц, и каждая дает свою характерную боль. Проверяем по следующим тестам. Подлопаточная мышца. Давим на живот рукой, belly press тест называется. И боль должна появиться в передней части. И тогда, если боль есть, то это проблема в подлопаточной мышце. Если мы прижимаем руку к туловищу и пытаемся отвести ее в сторону, и у нас появляется боль сбоку, то это воспаление сухожилия надосной мышцы. Также можем проверить, не является ли причиной малая круглая мышца. Мы поднимаем руку таким образом и пытаемся ее другой рукой отвести назад. То есть выглядит это вот так. Если у нас появляется боль сзади, то это проблема малой круглой мышцы. Каждый из этих тестов может быть положительным отдельно. Это помогает понять, какое именно сухожилие воспалено. Может болеть все вместе. Идем дальше. Проверяем, не является ли причиной длинная головка бицепса. Делаем рукой вот такое действие. Если резче делать, то будет характернее боль. Можно вперед, можно в сторону. Если резко болит спереди плеча, то вероятен тендинит длинной головки бицепса. И это очень частая причина как раз ночной боли. Еще одна причина – это когда-нибудь вылетающее плечо. Если у вас один раз или там несколько раз вылетало, то почти всегда это разрыв губы сустава, нестабильность сустава, тут обязательно МРТ и консультация травматолога. Если вы поднимаете руку вверх и у вас наклоняется весь корпус, вы не можете руку завести вперед, за спину, то есть у вас как бы плечо заморожено, при этом вам больше 40-50 лет, и чаще всего это характерно, кстати, для руки противоположной, которая у вас активна. То есть, если вы правша, то
у вас будет замороженное плечо, как правило, левое, то это, вероятно, адгезивный капсулит, то есть синдром замороженного плеча. В этой ситуации хорошо помогает длительная реабилитация, физиотерапия, мобилизация, кинезиотерапия. Сейчас поговорим о том, где вам поможет связка массажист плюс кинезиотерапевт, а где нужно обратиться уже к врачу. Если у вас перегрузка мышц и сухожилий, легкий тендинит вращательной манжеты, функциональное ограничение, начальный импиджмент, восстановление после травмы, когда структуры уже все зажили, но движения ограничены, когда у вас замороженное плечо, то тогда вам отлично поможет массаж плюс кинезиотерапия. Где нужен врач-травматолог? Если у вас значительная травма, если у вас выпадение плеча, повторные вывихи, резкая слабость руки, подозрение на разрыв манжеты, невозможность поднять руку, необходимость постоянного приема обезболивающих, подозрение на повреждение шейных корешков, ночная боль, не проходящая неделями. Это идем к врачу. Помните, что боль – это сигнал организма, что с ним что-то не так. Не надо маскировать эту боль таблетками. Постарайтесь найти вероятную причину с помощью вот этих тестов, про которые мы сейчас поговорили, и обратиться к специалисту, который уже точно поставит вам диагноз и назначит эффективное лечение. Будьте здоровы!